Трехметровые сугробы, 50-градусные морозы, полярная ночь и северное сияние. Примерно такие ассоциации приходят в голову тем, кто знает о севере лишь понаслышке. Условия жизни здесь и правда непростые. Активное освоение северных земель началось только в 20 веке. Так, в 1919 году учредили Комитет Северного морского пути. Он был создан для организации морских перевозок в Арктике. Еще большее внимание северу уделялось в советские годы. В 1931 году было запущено Чебьюское нефтяное месторождение. Оно стало первым на русском севере. Именно в 30-е и 40-е годы начинается масштабное заселение Арктики. В этот период на бескрайней территории вечной мерзлоты начинают вырастать целые города – Нарьян-Мар, Норильск, Воркута и другие. Только представьте, еще меньше 100 лет назад здесь ничего не было, кроме ледяной пустыни. За короткий срок были построены крупные промышленные города. Как в таких суровых условиях строят многоэтажки? Почему у домов на севере нет подвалов? Зачем между грунтом и зданием оставляют пустое пространство? И что будет, если построить здание прямо на земле? Ответы на эти вопросы вы узнаете из нашего видео. Но прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на YouTube-канал Ямал Медиа. Здесь вы найдете много материалов о жизни на Крайнем Севере, о природе Ямала, быте кочевников-оленеводов, а также удивительных и порой невообразимых фактах о нашем с вами доме – планете Земля. А еще у нас появился канал в Вайбере, где мы рассказываем о главных новостях Ямала и Арктики. Подписывайтесь, ссылка в описании к этому видео. Мы начинаем. Строить дом на территории вечной мерзлоты очень сложно. Дело в том, что местный грунт состоит из рыхлых пород – песка, глины и гальки. Большую часть года они скованы льдом и находятся в стабильном состоянии. Однако летом, когда становится теплее, грунт оттаивает и теряет свою устойчивость. Кроме того, на почву влияют и построенные на ней сооружения. Тепло от здания греет грунт, лед тает и поверхность земли начинает смещаться. Если здание построено неправильно, то оно начнет двигаться вместе с грунтом. Из-за этого в домах появляются трещины, которые со временем только увеличиваются. В результате здание становится непригодным для жизни и даже опасным. Так, известны случаи, когда разрушались дома в Чите. Плыли целые участки Байкало-Амурской магистрали. А в Канаде жители двух небольших городов вынуждены были переехать. Их дома разрушились от движения подтаявшего грунта. Поэтому при строительстве зданий в вечной мерзлоте применяют технологии, которые позволяют поддерживать постоянную температуру грунта. Основная из них – возведение домов на сваях. Дома на сваях начали строить задолго до активного освоения северных земель. Коренные жители устраивали хранилища лабазы на деревянных сваях. Это позволяло защитить продуктовые запасы от вредителей. Архитектурная мода на так называемые дома на ножках возникла в 20-е годы прошлого века. Их проектировали и советские конструктивисты, и архитектор Ле Корбюзье. Именно он создал здание Центра Союза в Москве и 17-этажный комплекс «Жилая единица» в Марселе. С одной стороны, сваи помогали защитить помещение от холода и влаги. С другой, они создают иллюзию парения над землей. Применять сваи для крупнопанельного строительства на севере стали в 60-х годах. И это было первым многоэтажным строительством на территории вечной мерзлоты. Ни у кого в мире ранее такого опыта не было. Автором решения стал инженер-строитель Михаил Ким. Закончивший Ленинградский гидротехнический институт, он 3 года отбывал наказание в Норильлаге. Михаил Васильевич с 30-х годов занимался изучением свойств вечной мерзлоты. Ему удалось доказать, что дома на сваях при правильной эксплуатации будут надежно и прочно стоять в суровых северных условиях. Благодаря этому в начале 60-х годов в Норильске широко развернулось жилищное строительство, а Михаилу Киму была присуждена Ленинская премия за разработку и внедрение принципиально новых методов индустриального строительства в условиях Крайнего Севера. Опыт свайного строительства переняли и другие северные города. Специалисты из Воркуты, Мирного, Салихарда и Якутска приезжали в Норильск, чтобы изучить конструкцию такого фундамента и способ его закладки. Для строительства домов на севере применяют бурно-набивные сваи. Сначала буровая установка сверлит отверстие в грунте, затем в скважину опускают каркас из арматуры, а после этого его заливают бетоном. Благодаря такой технологии между грунтом и зданием образуется пространство, которое обеспечивает естественную вентиляцию для мерзлой поверхности. Свободное пространство под домом не используют. Тут не устраивают подвалы или дополнительные помещения. Чаще всего сваи закрытые. Иногда расстояние между балками огораживают решетками.
Построить дом и наладить коммуникации – это только половина дела. За зданием и грунтом под ним необходимо наблюдать. Дело в том, что глобальное потепление ведет к таянию вечной мерзлоты, а значит и грунт под зданиями приходит в движение. Чтобы уберечь дом от разрушения, используют специальные системы охлаждения – термостабилизаторы. Они бывают разных видов. Так, например, глубинные устройства заправляют хладогеном и помещают глубоко в землю. Важно, что каждая конструкция охлаждает грунт независимо от другой. И если один термостабилизатор выйдет из строя, остальные будут в состоянии поддерживать необходимую температуру. Еще одна особенность северного климата – сильные ветра и метели. И ее тоже необходимо учитывать при проектировании в возведении зданий. Для защиты от ветра кварталы часто строят по типу дворов-колодцев, замкнутым контуром, небольшими площадями и маленькими расстояниями между домами. Ровные линии и простые профили домов тоже не просто так. Такая архитектура позволяет справляться со снежными заносами. Кстати, вопрос коммуникаций на севере решается по-особенному. Зачастую их прокладывают поверху. Бывает, что размещают и привычным способом под землей. Правда, в таком случае трубы укладывают гораздо глубже, чем обычно. Так, если в европейской части России глубина заложения коммуникаций составляет 1–1,5 метра, то на севере она достигает 6 метров. При этом коллекторы находятся в отдалении от домов, чтобы уберечь мерзлый грунт от лишнего тепла. С виду дома на севере могут казаться совершенно обычными, но если вы присмотритесь повнимательнее, то легко найдете отличия. Из-за свайного фундамента все подъезды находятся высоко над уровнем земли. Названия улиц и номера домов подписаны огромными буквами и цифрами. Это нужно, чтобы даже в самую суровую метель можно было сориентироваться. В самих подъездах установлены огромные батареи, чтобы отапливать помещения. А на фасадах зданий вы не найдете кондиционеров, что весьма логично, ведь в здешнем климате в них просто нет необходимости. Жить на севере – это каждый день сталкиваться с суровыми погодными условиями. Однако и здесь люди научились строить не только устойчивое жилье, но и комфортное, где тепло даже в самые лютые морозы. Большое спасибо за просмотр! Если вам понравилось видео, поставьте лайк и оставьте комментарий, а также подпишитесь на канал Ямал Медиа, чтобы узнать больше полезного.